Добрый вечер, друзья! Сегодня мы с вами познакомимся с интересной виски под названием Cleanlish. Меня давно просили его продегустировать, и вот я собрался наконец-то продегустировать его. Чем интересен Cleanlish? Cleanlish это винодельня, которая в основном производит виски для блендов. И большую часть забирает марка Johnny Walker и уходит большая часть того, что они забирают, для марки Gold Label. Cleanlish вообще очень любят ценители, по крайней мере так написано в интернете, и мы узнаем, может я сегодня стану ценителем. Что еще поразило, что тут пишут, что используют выбранные какие-то бочки, я нашел в интернете, что это бочки из-под бурбона, из-под хереса. Очень понравилось, что здесь в аромате есть легкий воск свечи, но это очень интересно, я даже не представляю, как может быть тяжелый воск свечи или... Узнаем, это даже заинтересовало. Друзья, виски 46 градусов. У нас он стоит 50 евро за 0,7. На виски Base он имеет рейтинг порядка 85 баллов. Но это довольно-таки серьезный на самом деле рейтинг. Но не всегда так. Что еще интересно, и мы так посмеялись, что на этом виске тоже написано, что это самая северная винокурня Шотландии. Помните, и Вольфберн у нас самая северная винокурня Шотландии, и Cleanlish самая северная. Но, правда, Вольфберн говорит, что он самая северная винокурня Шотландии сингл-молтов. То есть у него вот именно сингл-молт утверждается. Может быть. Итак, бутылка красивая, приятно лежит в руке. Упаковка у нас была стандартная. Открываем. Пробка такого соснового цвета. Кстати, вот я, честно говоря, не забыл, но напишу видео, насколько он подкрашен или у него натуральный цвет. Надеюсь, что все-таки натуральный цвет. 46 градусов алкоголя, еще раз повторю, 0,7 и стоимость 50 евро. Цвет действительно красивый такой, действительно вот очень похож. Мне кажется, что вот так вот должен янтарь выглядеть, настоящий янтарь. Вот так и должен выглядеть. Виски... На самом деле не маслянистый, хотя я ожидал, что маслянистый. Давайте пройдемся по аромату. Могу сказать, что свежий, легкий. Свежий, легкий, сладкий аромат. Вот сказать, там как-то чего-то, я пока ничего большего не нахожу. Не, свежий, легкий, сладкий аромат, цветов или меда нет. Он и не медовый не настолько, и все-таки к цветам он не уходит. Вот такой вот какой-то вот аромат, просто свежий, легкости, легкий сладкий аромат. Самое интересное, что пока я его обжигал рецепторы, воск я действительно почувствовал. Ну, послевкусие приятненькое пока появилось. Ну давайте, сейчас 14 секунд, и я вам рассказываю все, что я почувствовал. Виски с трудом удерживается 14 секунд. То есть вот 14, наверное, 15 секунд такое пограничное состояние, когда он тебя начинает обжигать. Как-то в последнее время я отвык от такого. Пока ты держишь во рту, идет ощущение, вот появляется ощущение воска. Вот, кто... Или же это ощущение вот церковного такого воска, когда вот действительно воск. Или кто у кого был на пасеке до того, как соты с медом, вот именно когда вот этот вот воск. Такой, то есть чистого воска, без сладости,
без ничего, ощущение воска. В то же время есть сладость виски. Как бы это ни странно ни звучало, но они отдельно между собой. То есть сладость отдельная, она у тебя она не напоминает соты с медом, она не напоминает воск с медом. Это просто вот своя такая сладость, наверное, ближе к какой-то цветочной, и отдельно воск. При глотке эти 46 градусов, ну так ощущаются не супер сильно, но ощущаются. Что происходит после глотка, я чуть-чуть подзабыл, сейчас возьму еще один глоток сделаю. Но вот послевкусие у меня сейчас сладкое, послевкусие не длительное, оно уже практически проходит, и вот... Ладно, и скажу, у Вольфберна оно длиннее. Хотел сказать, потом промолчал. И вот... Угу. Значит, при глотке крепость на самом деле она есть, но она не супер сильная. Но при глотке есть очень красивая гармония. Гармония перца и сладости. При глотке, вот пока ты его держишь во рту, есть такая сладость. Это намек сладости, это вот ощутимые соты и ощутимая сладость. А при глотке появляется такая вот более глобальная сладость, которую перец пытается заглушить, но сладость его перебивает. Не, ну в действительности очень даже интересный виски. Вот единственное, что меня смущает, что вот послевкусие, оно простое, оно вот сладкое и вот сходит на нет. Вот хотелось бы чего-то, ну от 14 лет. То есть от 10 лет, к примеру, это было бы круто. А вот от 14 лет хотелось бы еще чего-то более интересного. Я сейчас дам друзьям за кадром, потому что многие хотели попробовать Cleanlish. И расскажу вам. Одну секунду. Ну что, друзья, мои друзья сказали, что самое интересное в этом виске — это код на упаковке, который он им очень сильно понравился. Еще был комментарий, не зря они Джонни Уокеру это дело продают. В общем, смотрите, нас этот виски удивил только одним. Это действительно первый виски, у которого мы почувствовали свечу, воск. Не свечу, а воск мы почувствовали. В то же время, если вы начинающий, вам лучше пройти мимо этого виски стороной. Потому что он, ну, по крайней мере, он нас не восхитил и не вызывает желания купить чего-то нового. Мы, еще раз точнее, не чего-то нового, а еще раз этот виски. Мы его обязательно сравним с Aberlour 12 лет. У них цена одинаковая, 50-50. Ну вот будет интересно. Ну вот из минусов. Маленькое послевкусие, не длинное послевкусие и какой-то вот невыраженный аромат. В то же время во вкусе вот есть свечка. Вот этот вот перец, который перебивается сладостью, такое сражение перца со сладостью у тебя во рту происходит. Это тоже интересно. Но, понимаете, получается, проигрывает ароматы, проигрывает послевкусие. И вот, ну, вы можете купить ради интересного вкуса этот виски. То есть решать вам, я не рекомендую, друзья. Я не рекомендую. Я его сравню с Aberlour, потому что Aberlour это такой для меня эталон. Ну и цена у них одинаковая. Кто выиграет, я не знаю, мы посмотрим. Мы действительно, я стараюсь быть непревзятым, поэтому мы посмотрим. Друзья, хорошего вечера вам. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я, честно говоря, ожидал чего-то более интересного при рейтинге 85 баллов. К сожалению, я не получил ничего более интересного. До новых встреч!